Неожиданность для всего мира. Историческая встреча Трампа состоялась. Покушение на Путина. Кто и когда готовил, почему и на каком этапе оно провалилось. Секретные детали отчетов российской разведки покажем одними из первых. Президенты все-таки собираются в Турции, но каких стран? Судьбоносная встреча таки будет, но кто в главной роли? Раскол в Евросоюзе. Одна из стран внезапно отказывается от евро. Почему и как это отразится на наших кошельках? Самая большая ошибка в истории страны или 38 лет ада? Что конкретно произошло и кто обязательно поплатится за это? Ответный удар откуда не ждали. Евросоюз решил доказать, что с ними нужно считаться. Речь о ядерном оружии, и это явно не понравится Кремлю. Это и многое другое, самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта», оперативно о событиях в России, Украине и мире, раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Это четкий сигнал для всего мира. Москва не хочет мира, не готова к серьезным переговорам. Так о встрече в Стамбуле, которая должна состояться 15 мая, говорит глава офиса украинского президента. Мы готовы к любому формату диалога, но есть условия – полное и безусловное прекращение огня. Мы этого не боимся, потому что именно Украина уже продемонстрировала открытость и честность. Теперь слово за Россией. Это все учитывая, что американская делегация, состоящая из госсекретаря и спецпредставителя Трампа, обещалась приехать в Турцию в пятницу. Похоже, что в четверг там будет один Зеленский, и ждать союзников ему придется несколько дней. А дождется ли он Путина, вообще неизвестно. Хорошие новости от Трампа о переговорах в Стамбуле. Он, правда, не сказал какие, но точно, говорит, будут хорошие. Я думаю, что сегодня, возможно, завтра мы получим оттуда очень хорошие новости. Это была цитата Трампа. Он озвучил ее на встрече в Катаре. Кроме того, говорит, не знает, прилетит ли Путин, если его не будет. Но он может график и поменять. Но это все не точно. Я не знаю, появится ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там. И это возможно, если мы сможем положить конец войне. Я думал об этом. У нас очень плотный график. Но это не значит, что я не сделаю этого, чтобы спасти много жизней и вернуться. Но да, я думал об этом. Я не знаю, будет ли он там, если меня не будет. О том, чего ждать от встречи в Стамбуле и можем ли мы рассчитывать, что эта встреча повлияет на ход войны России в Украине, спросили у дипломата, эксперта Центра оборонных стратегий Александра Хары. Фюрер русского мира чрезвычайно боится за свою жизнь, и этот фактор один из ключевых. Второе, у него есть глубокая неприязнь к Зеленскому. Представьте себе, опытный КГБист, который 25 лет правит самой большой страной в мире, и какой-то, актер, КВНщик, и фактически 3 года не дает возможности захватить несуществующую с точки зрения идеологов Кремля Украину как государство. И, конечно, также он не приедет по простой причине, что сущности переговоров-то нет. Нет пространства для компромисса с двух сторон, поскольку максималистские цели Российской Федерации – это заставить Украину юридически признать незаконно аннексированные территории Украины, причем даже те, которые Российская Федерация не способна захватить в ближайшие несколько лет, если мы исходим из того темпа и тех потерь, которые несет оккупационная армия. И естественно, что для России важно продолжать войну. Кто готовил покушение на Путина? Кремль снова пугает расчленением России. Нарышкин и Путин повторяют старую страшилку про угрозу развала. По крайней мере, именно так подает происходящее директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Сегодняшние геополитические соперники, оппоненты России, все так же раздражены огромностью нашей страны, ее величием, ее людскими и природными богатствами. Все так же вынашивают мечты и даже планы о смене государственной власти, государственного руководства.
Почти слово в слово то же самое говорил Путин в 2021 перед полномасштабным вторжением в Украину и продолжает повторять по сей день. В июне 24-го он снова вспомнил о так называемой деколонизации России, которую якобы обсуждают на Западе. США, Великобритания и ЕС не раз официально опровергали такие обвинения. Никто не ставит цель развалить или уничтожить Россию. Бывший президент США Джо Байден подчеркивал цель остановить войну, а не ликвидировать страну. Но кто на это будет обращать внимание? К слову, угрозу покушения на Путина можно с легкостью использовать для оправдания отсутствия хозяина Кремля на переговорах в Турции. Ну а еще давайте вспомним, если начальник прикажет, Нарышкин скажет все, что угодно. Вот, к примеру, февраль 2022. Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет. Говорю, да. Поддерживаю предложение. Но в последнее время начали происходить странные и тревожные вещи, которые могут быть не просто совпадениями, а сигналами лично для Путина. В начале мая прогремел взрыв в квартире некоего Михаила Мухина. По данным телеграм-канала ВЧК ОГПУ, близкого к российским силовикам, он якобы работал электриком в резиденции Путина в Валдае. Взрыв был мощным, разрушены 2 квартиры. Свидетели говорили о запахе пороха. Официальная версия — бытовой газ, но совпадение слишком удобное. И еще раньше, в конце апреля, прямо возле здания ФСБ на Лубянке, взорвался автомобиль «Аурус», такой же, как в Кремлевском автопарке. Таким пользуется и сам Путин. После этого ФСО моментально усилило меры безопасности, а в Москве начали проверять даже канализационные люки. А вот в Мурманске даже досматривать солдат почетного караула перед приездом президента. Слишком много странных совпадений за короткий срок, а в Кремле это явно заметили. А как думаете вы, это совпадение или все-таки какая-то закономерность или хитрый злой задум? Пишите в комментарии, не забывайте. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Историческая встреча. Такого еще не было в истории 2 стран. На официальном уровне удалось встретиться лидерам 2 государств, которые фактически воевали друг с другом. Президенты США и Сирии не проводили официальных встреч никогда. Были контакты дипломатические, кулуарные и так далее, но так, что по-серьезному. В 1974-м Ричард Никсон и Хафиз Асад, отец известного вам Башара Асада, встречались в Сирии, а в 90-х с ним уже виделся Билл Клинтон. Сейчас Дональд Трамп после объявления о снятии санкций с Дамаска решил заехать в гости. Сириец не остался в долгу, а Шараа, похоже, дал понять, готов к сближению, если США инвестируют в сирийскую нефть и газ. Прямая сделка, безопасность и политическое признание в обмен на ресурсы и инвестиции. Источники CNN называют разговор в высшей степени позитивным, но снаружи все выглядит по меньшей мере странно. Это может стать поворотной точкой на Ближнем Востоке. А как думаете вы, зачем Трамп прилетел в Сирию? Это собственные интересы или что-то задумал? Пишите в комментарии обязательно. Евросоюз наносит удар по российской экономике. Казалось бы, и добивать ее уже нечем, но, видимо, есть. Гайки закручиваются. Сколько в таком режиме еще протянет большая бензоколонка, как иногда называют РФ? Экономисты молчат, но главный удар от Европы в санкциях. 17-й пакет утвержден и готов к выдаче на кассе. Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям, применяемым на поле боя. И мы добавили в список еще 189 судов теневого флота, чтобы ударить по энергетическому экспорту России. Эта война должна закончиться. Мы продолжим поддерживать высокое давление на Кремль. Кроме того, Эммануэль Макрон пригрозил России еще большими санкциями, но, говорит, российские замороженные активы затронуть в качестве выплат Украине невозможно из-за отсутствия правовой базы для этого. Но и без арестованного капитала есть чем заплатить. Есть финансовые услуги, есть углеводороды, и если ввести так называемые вторичные санкции, то есть наказать тех, кто перепродает эти ресурсы, ситуация изменится.
Париж готов обсуждать размещение своего ядерного оружия за пределами страны, в других странах Евросоюза. Это не просто слова, не просто заявление президента, это потенциально революционный шаг, который может навсегда изменить структуру безопасности в Европе. Но Эммануэль Макрон прямо говорит, если союзники хотят французский ядерный зонтик, пусть участвуют и платят. Он намекнул, что Франция не собирается оплачивать безопасность других за свой счет, а это уже четкий сигнал Берлину, Варшаве и другим странам, напуганным Россией, что им пора решать, чего они на самом деле хотят – автономии или настоящего ядерного щита. Болгария взорвана новым политическим конфликтом, и все из-за евро. Президент в бешенстве, он хотел спросить народ напрямую, но саму идею референдума заблокировали в парламенте. Председатель Народного собрания Наталья Киселова отклонила предложение без обсуждений, без голосования, просто закрыла тему и все. Но теперь главное, Болгария уже на финишной прямой. 4 июня Брюссель опубликует ключевой отчет о готовности страны, а с 1 января 2026 года евро может стать официальной валютой, и это уже почти решено. Но в обществе раскол. Люди боятся инфляции и роста цен. Многие не хотят менять лев на евро. И именно об этом и хотел спросить президент Радев на референдуме. В Украине определились с датой выборов, но перемирие с гарантиями не убеждает население, которое с опаской смотрит на возрождение политических соревнований. Когда переизберут Зеленского и хотят ли вообще украинцы выбирать президента сейчас? Опросы показывают, что желания мало, но оно есть. Свежий опрос Киевского международного института социологии показывает, что 71% украинцев выступают категорически против проведения выборов, пока война не закончится полностью и не будет подписано мирное соглашение. Даже если завтра объявят перемирие и дадут гарантии безопасности, большинство все равно скажет рано. Для понимания динамики, в марте таких было 78, сейчас 71%. То есть настроения немного сдвигаются, но позиция большинства остается железной. Только 25% допускают выборы после перемирия или уже сейчас. Это подтверждают и другие данные, например, Центр Разумкова в марте фиксировал похожие цифры. По их результатам только 22% положительно относились к выборам до конца войны, а 66% резко против. Тем не менее, в Верховной Раде Украины заявляют, что выборы могут быть в течение полугода после правового режима военного положения. Точнее, не раньше. Такое может произойти с каждым, но как уберечься от подобных ошибок? Как не попасть в тюрьму, особенно если закон не нарушал? Пока весь мир обсуждает права человека, в Британии тюрьма разрушила жизнь невиновному. 38 лет. Именно столько Питер Салливан провел за решеткой за убийство, которого он не совершал. Мужчину обвинили в жутком преступлении еще в 1987 году. Якобы он убил молодую девушку на севере Англии. Салливан с первого дня кричал, что невиновен, но его никто не слушал, ни суд, ни присяжные. Адвокаты пытались спасти, но дважды получали отказ. И только сейчас, спустя почти 4 десятилетия, правда наконец вырвалась наружу. Новые ДНК-экспертизы показали, на месте преступления не было никаких следов Салливана. Зато там нашли ДНК другого мужчины, личность которого до сих пор неизвестна. Апелляционный суд Великобритании полностью отменил приговор. Питера выпускают на свободу, и газета The Guardian уже назвала это дело самой длительной судебной ошибкой в истории страны. Следим вместе за продолжением. Громкое дело только начинает раскручиваться. Креативность – черта не только людей, но, как и у людей, всегда побеждает тот, кто эту креативность проявляет быстрее и точнее. Чайка, которая поняла, что котов кормят больше и охотнее, научилась говорить по-кошачьи и требует еды. Маркетинг среди птиц тоже работает. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.